организацию. Сегодня будет крайне наивно, может даже и неадекватно слегка. Почему я говорю об этом? Потому что, смотрите, Грузия с 2008 года фактически разорвала связи. Украина где-то с 2014 года фактически разорвала связи с СНГ. Молдова с 2022 года, я представляю Республику Молдова, не платит членских взносов в СНГ с приходом проамериканской партии Майя Санду. Более того, Молдова запретила вещание российского канала «Мир», посчитав, что какие-то 150 тысяч долларов в год – это огромнейшая сумма для Республики Молдова. Я вам напомню, что в Молдове один гей-парад стоит 50 тысяч евро, то есть треть вещания, треть от годового вещания вот этой станции «Мир». Более того, на пространстве СНГ, как мы видим, одновременно разворачиваются крупные геополитические проекты, которые разрывают его изнутри, которые являются актом, скажем так, как есть, агрессии со стороны более крупных геополитических игроков. Это и Восточноевропейское партнерство, это и ГУАМ, это и Парламентская ассамблея турецких народов, и это много-много другие, но мы об этом еще поговорим. Кстати, в этих проектах тоже не так все сладко, как это некоторым может показаться. Безусловно, СНГ был как-то обречен с самого начала, потому что это была форма развода, которая была зафиксирована в самом названии. Обычно, когда речь о Союзе, то мы его называем Советский Союз, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Евразийский Союз. А когда мы говорим о содружестве независимых, повторяю, независимых государств, то в самом названии уже заложен факт разрыва, понимаете, а не объединения. И это видно уже, потому что здесь нет, в отличие от Евросоюза, ни своей монеты, нет ни своего правительства, ни избранного президента, ни функционального избранного парламента, а то, что называется исполкомом, там, к примеру, СНГ и так далее, это органы, которые выполняют важные функции, но обычно они имеют рекомендательный характер. При этом самое страшное для нас это состоит в том, что мы, грубо говоря, проиграв, так считают наши оппоненты, третью холодную войну, на нас наставили соответствующую дань, которую мы до сих пор платим, и которая видна, понимаете, в процессах демодернизации, дешколяризации, десекуляризации, деурбанизации. Возьмите любую республику из стран, входящих в СНГ, и посмотрите на количество населения, кроме Узбекистана, Туркменистана и слегка там Казахстана, везде идет депопуляция, везде идет деурбанизация. По Молдове вам скажу. При СССР у нас было 4,5 миллиона населения, сегодня 2,6 миллиона. Где 2 миллиона? Где они? Про Россию промолчу, про других то же самое. Про Беларусь, Украину, где было 50 миллионов почти, сегодня сколько? 35, в лучшем случае. 35, многие говорят 30. Посмотрите, на структуру экономики. В ту же самую Молдову возьмем. У нас было более 40 с чем-то процентов ВВП, от промышленности. Промышленная была республика. Сегодня у нас 17% промышленной структуре ВВП. Самое страшное для нас состоит в том, я говорю сейчас про Молдову, что мы начали процесс европейской интеграции. И вот на фоне этого процесса, который так расхваливают в Казахстане, кстати, про Армению молчу, про Украину уже понятно, как и про Грузию. Мы превратились, я вам дам пару цифр, чтобы вы понимали, что такое европейская интеграция. Первое, Credit Suisse, 2013 год. Молдова самая бедная страна Европы, не Евросоюза, а Европы. Здесь мы конкурировали с Киргизией долгое время, сейчас с Украиной. Не поймешь, то ли мы самые бедные, то ли они. Это первый пункт. Второй пункт. Самая коррумпированная судебная система в мире, согласно данным Всемирного экономического форума 2015-2016 год. Третье. Самые плохие дороги в мире, согласно данным того же форума от 2015-2016 года. Четвертое. Первые места в Европе по онкологии, по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, по смертностям от гепатитов и так далее. Занимали первые места в Европе по коррупции. Это страна, которая с 2002 года интегрируется в Европейский Союз. Вы понимаете? То есть
полная демодернизация, полный неофеодализм, полное неокрепостничество. Да? Более того, если смотреть на структуру экспорта и импорта, у нас импорт в 2 раза превышает экспорт. Мы вот в этом году, но если мы бы не были членами СНГ, у нас была бы вообще полная катастрофа. Просто полная катастрофа. Вот я вам даю пример. Да? Мы в СНГ экспортируем 24%, наш экспорт, это 1 миллиард долларов, а в Евросоюз 58%, 2,5 миллиарда долларов. И это все потому, что Европейский Союз через свои марионеточные партии запрещает молдавской сельхозпродукции экспортироваться в страны СНГ. В этом году Майя Санду в 2022 запретила для 53 предприятий экспорт в страны СНГ. Чтобы вы понимали, что это такое, это катастрофа. У нас в 3-м квартале ВВП то есть сельхозпродукция упала на 20% в 3-м квартале 2022 года по сравнению с 2021 годом. На 20%. Годовой ВВП минус 6%. Мы вышли из энергетической системы СНГ. Знаете, что произошло? Чтобы вы понимали, катастрофа. Если раньше у нас газ стоил 4 лея, это 20 рублей, грубо говоря, по российским. Сегодня 29 лей, это 125 рублей по российским рублям. Вы понимаете, что это такое? Это для такой страны, как Молдова, катастрофа. У нас киловатт электроэнергии был самый дешевый в Европе после Украины. Он стоил 1,5 молдавских лея. Это 4, грубо говоря, это 6 российских рублей. Да? Сегодня это 4 лея 60, это 20 рублей киловатт в самой бедной стране Европы. Если мы только благодаря СНГ, Республика Молдова еще удерживает хоть какие-то элементы промышленности, урбанизации, хоть какие-то элементы сельского хозяйства и так далее. И это несмотря на то, что я сказал, что в СНГ идут элементы дезинтеграции, что в СНГ демодернизация и многие-многие проблемы. Поэтому, заканчивая, 20 секунд, хочу сказать, что Содружество независимых государств – это огромнейший рынок, это самые дешевые, наверное, удобрения в мире, это самый дешевый газ, самая дешевая электроэнергия, самая дешевая нефть, самая дешевая рабочая сила. Это возможность реальной модернизации и остановления процессов распада государств, распада наций и национальных экономик, как это происходит во всех странах, которые стали членами Восточноевропейского партнерства. Грузия, Украина, Молдова и, к сожалению, коллега из Армении, подтвердили Армении. Спасибо за внимание.